Начало этой истории положено в маленьком городке, где весеннее утро разливалось свежий аромат цветущих яблонь. На улице нежно шептал ветер о кокотчи, а солнышко играло сквозь листву, заливая всю округу мягким светом. В центре этого живописного места располагалась ветеринарная клиника доктора Ивана. Он был не просто ветеринаром, а настоящим другом всех животных, находящихся под его присмотром. Его клиника всегда была наполнена смехом и оживлением. Шершавые лапы, щебетание птиц, радостное поскуливание питомцев, которых ждала забота и лечение. Сегодня в клинике царила необычная тишина, нарушаемая лишь едва уловимым поскуливанием, доносящимся из глубины коридора. Есения, молодая ассистентка Ивана, направилась в ту сторону, почувствовав тревогу. Она открыла дверь и увидела измученную собаку, у которой был огромный живот. Его глаза полны страха и боли, а тело трясется от волнения. Доктор Иван пришел вскоре. Его уверенные движения разгоняли тревогу Есении. Он быстро принялся за осмотр собаки, обнаружив, что роды начались. Но что-то пошло не так. Матка слабо сокращалась, пульс у собаки замедлялся, а щенки, которые должны были вскоре появиться на свет, не двигались. «Мы должны действовать быстро», — произнес Иван. Его лицо обрело серьезное выражение. У него не было времени на раздумья. Он готовился к экстренной операции, зная, что спасение жизни собаки зависит от его навыков и опыта. Есения готовила инструменты, чувствуя, как сердце колотится в груди. Собака была анестезирована, и Иван приступил к операции. Его руки работали стремительно, выполняя точные движения. Сколько бы раз он ни делал это, эмоциональная нагрузка в эти моменты всегда оставалась на пределе. Сделав надрез, он осторожно извлек первого щенка. Мгновение неподвижности тянулось в невесомой тишине. Щенок не дышал. Есения вцепилась в край стола. Ее глаза наполнились слезами. Иван, не теряя надежды, начал делать массаж сердечной мышцы щенка. После нескольких долгих секунд ожидания щенок вдруг издал звуки, которые показались музыкой для их ушей. Он начал дышать. Есения расплакалась от облегчения, чувствуя, как счастье заполняет ее сердце. Иван бережно положил щенка рядом с матерью. Сердце собаки медленно восстанавливалось. Ветер за окном усилился, и дождь начал барабанить по стеклу, как бы подчеркивая важность происходящего. В клинике царила тишина, но лишь до тех пор, пока невидимое чудо, дыхание новой жизни, не окутало пространство. Прошло несколько часов, прежде чем мать и щенок смогли начать восстанавливать силы. Иван и Киикания организовали круглосуточное наблюдение за щенком, кормя его из шприца и следя за его дыханием. Каждый вздох стал для них настоящим триумфом. Клиника оживала. По мере того, как собака Хоуп и ее щенок выздоравливали, помещение наполнено светом и добротой. Пациенты видели, как Иван с заботой обращается с каждым из них, а в глазах людей полыхала надежда. Малышка Хоуп постепенно восстанавливалась, и доктор стал привязываться к ней, представляя, как замечательно было бы, если бы она осталась с ними навсегда. В этот момент он решил дать ей имя — Хоуп, что означало «надежда». Это имя как нельзя лучше подходило к ее истории, полной страданий и стремления к жизни. Однажды в тихом утре в клинику вошла пожилая женщина с трепетным выражением на лице, держа в руках старую фотографию. «Это моя Хоуп», — произнесла она, указывая на собаку. Она рассказала о прошлом. Хоуп, о том, как та была бездомной и попала в страшные обстоятельства. Хоуп расколола свое сердце, узнав женщину. Они обнялись, и в воздухе наполнилась энергия любви и воспоминаний. На долгое время женщина, вспомнив свое горькое прошлое, решила, что щенок должен остаться в клинике. Хоуп прощалась с маленьким созданием, которое стало частью ее жизни, и щенок теперь стал душой клиники. Ему придумали имя — Радость, и
Иван с нежностью и заботой готовился следить за тем, как эта маленькая жизнь будет расти. История Хоуп и радости быстро завоевала сердца местных жителей и вскоре стала настоящей легендой городка. Иван понимал, что любовь может спасти жизни не только животных, но и людей. Каждый день он ценил каждое мгновение, проводимое с Хоуп и радостью, осознавая, как важны такие моменты в полномасштабной картине жизни. Радость росла, становясь умной и ласковой собакой. Она стала настоящим терапевтом для пациентов клиники, помогая им справляться с болью и тревогой. Она приносила свет в сердца тех, кто на время забывал о бедах. Люди приходили в клинику не только за лечением, но и за психологической поддержкой, коснувшись теплых лап радости. Однажды в клинику принесли беременную бездомную собаку. Увидев эту новую пациентку, радость, даже не раздумывая, с готовностью подошла к ней и поддержала ее. Вскоре с помощью Ивана и Есении бездомная собака родила 4 здоровых щенков. Иван наблюдал, как радость и забота о животных превращается в цепочку любви и поддержки. Иван, искренне тронутый симпатией к радости, гладил ее по голове и произнес: «Ты несешь любовь, Хоуп, дальше. Ты — воплощение надежды для новых жизней, и твоя доброта будет жить в сердцах всех, кого ты встречаешь». Радость, прижимаясь к ноге Ивана, казалось, понимала каждое его слово. И это мгновение стало волшебным. В одну из ночей, сидя у окна и наблюдая за луной, отражавшейся на улицах, Иван задумался о своей жизни и своих работах. Свет луны казался живым и ярким, отражаясь в глазах радости. В тот миг казалось, что дух Хоуп все еще рядом, витающий вокруг, как осенний ветер. Иван пришел к осознанию, что жизнь — это череда маленьких чудес, за которые стоит бороться. Радость стала символом надежды и силы любви, помогая новым животным преодолевать страхи. История Хоуп и радости продолжала жить в сердцах тех, кто видел, как любовь спасает жизни. В клинике, наполненной светом и заботой, каждый чувствовал тепло. Люди приходили сюда не только за медицинской помощью. Они искали тепла, за которым скрывались постоянная доброта и забота. Распустившиеся собачьи лапы и милые взгляды животных напоминали, что настоящая доброта и забота могут изменить судьбы. Однажды в клинику пришла новость, что в город приедет местный телеведущий, который хотел снять сюжет о лучших враче и терапевте для животных. Иван, услышав об этом, невольно ощутил трепет. Он знал, что это — отличная возможность для клиники, но боялся, что будет слишком сильно подвержен критике. Однако радость, как будто чувствовала напряжение своего хозяина, нежно прижалась к его ноге, словно подавала ему уверенность. Когда съемочная группа пришла, Иван и радость окружили поток животных, и атмосфера клиники заполнилась теплом и радостью. Телеведущий был потрясен доктором и его лучшей помощницей. Люди бросали взгляды и улыбались, ведь каждый понимает, что такие моменты поистине волшебны. Клиника получила много новых пациентов, а благодаря популярности радости все больше людей приходило не только за медицинской помощью, но и за дружбой и поддержкой. Радость продолжала расти и развиваться. Ее озорные выходки и заботливое поведение становились все более известными. Каждый новый день был наполнен смехом и счастьем, и все узнавали, что если есть такая любовь, свет и радость, все может быть неизмеримо лучше. Клиника Ивана и сама история Хоуп и радости не переставали удивлять местных жителей, порождая не только доверие, но и волнение, когда радость, надежда и забота заполнили сердца всех. Каждый следовал за своим путем, но знали, что в трудные времена всегда можно прийти в эту малышку хранилище любви и доброты. С каждым днем количество посетителей клиники росло. Новости о том, как Хоуп и радость помогали другим животным в трудные времена, становились все более известными.
Люди начали приносить в клинику продукты, одеяла и игрушки для щенков, а также предлагали волонтерскую помощь. Символом их единства и поддержки стала небольшая гостиница для бездомных животных, которую решили организовать на базе клиники. Иван и Есения были тронуты этой инициативой. Они понимали, что это не просто благотворительный проект, это настоящее объединение людей вокруг общей цели. Весь город сплотился, ща работой с добрыми намерениями. Благодаря общей заботе в клинике появлялось все больше молодых животных, нуждающихся в любви и внимании. И вот, когда весь город собирался на ежемесячные мероприятия по помощи бездомным животным, радость вновь проявила свою доброту. Она села рядом со щенком, только что поступившим в клинику, и приняла его под свою опеку. Вскоре другой щенок также заинтересовался радостью и подошел к ней. Она, словно великая защитница, обняла их обоих, развивая огонь надежды и любви среди окружающих. Каждое новое чудо, происходившее в клинике, становилось не только поводом для радости, а также источником вдохновения. Примеры любви, которые они каждый день наблюдали, сами становились решимостью для других продолжать помогать тем, кто не может защитить себя сам. Таким образом, история Хоуп и радости никогда не заканчивалась, продолжая творить чудеса любви и безопасности в жизни каждого нового создания.